Екатерина Сушкова. За что Лермонтов наказал кокетку? Она умело играла сердцами своих поклонников. Однако вышло так, что юная прелестница Катя Сушкова сама стала жертвой хитроумной игре одного из молодых людей, влюбленных в нее. И этим почитателем стал поэт Михаил Лермонтов. Екатерина познакомилась с ним, когда тому было 15 лет. Юноша страстно влюбился в девушку, которая была немного старше его. Вот только сама Сушкова столь молодого поклонника попросту не замечала. Виделись они нечасто. И, как вспоминали знакомые, Екатерина, услышав фамилию Лермонтова, даже не могла вспомнить, кто это такой. Так вышло, что на протяжении 4 лет Михаил не видел свою темноглазую возлюбленную. Сам он сильно изменился, возмужал, да и былые чувства явно притупились. Когда же Михаил приехал в Петербург, он снова встретился с ней. Екатерина собиралась выйти замуж за Алексея Лопухина, приятеля поэта. Однако Лермонтов решил расстроить эти планы, а заодно и спасти друга от брака с ловкой кокеткой. Будущий классик затеял особую игру, стараясь очаровать Сушкову. Он был уже совсем не тем неуклюжим влюбленным мальчишкой, каким его прежде знала Екатерина. Очень скоро пылкие чувства к Михаилу заставили ее отказаться от союза с Лопухиным. Для Лермонтова же эта интрижка с девицей не значила ничего. Он просто отомстил за прежнее ее невнимание. Но Екатерина Александровна недолго горевала о своем несостоявшемся романе. Спустя 3 года после разрыва с Лермонтовым она вышла замуж за своего давнего поклонника Александра Хвостова. В браке родилось 3 детей – Владимир, Анастасия и Анна. Причем домашние хлопоты госпожа Хвостова прекрасно совмещала со светской жизнью. В 1861 она возвращается в Петербург, уже вдовой, и через 7 лет умирает после непродолжительной болезни. Но, несмотря на былые разочарования, жизнь свою она прожила вполне счастливо.